20 апреля. Давайте посмотрим, что по евро. Моя позиция, которая тянется уже неделю. Это вкладка сообщества. Сюда я добавляю сантимент по биткоину и геополитика, новости. Нажимайте на паузу и смотрите, что это такое. Вот тут есть дата, когда это парсилось, да, вот 22 источника было изучено, одна дивергенция медведя. Тут написано, какое видео, можете просто вбивать в поиск и найдете этот источник. Дальше сантимент, 11 человек за снижение, 7 за рост. И это геополитика, там разные Блумберги, что у нас по новостях. Самые свежие, самые первоисточники. Обязательно это нужно анализировать, чтобы понимать, какой сантимент. Это сантимент за август 22 год. Похожая ситуация была тогда. Тогда и евро, и фондовый рынок пробивали месячные свои сопротивления ценовые. Это то, что было вчера. Тоже нажимайте на паузу, смотрите и сравнивайте то, что вчера было, то, что сегодня. То, что вчера там два было пасенка, один день, другой вечер. Так, очень интересная ситуация по евро. Сегодня будет 1 евро, потому что нашел аномалии. Обязательно досмотрите до конца. В конце видео я покажу вам очень сочный жир. Вы сможете понять вообще ситуацию, что с евро происходит. От 1 минуты до 30 дней можно будет понять, что по дивергенции на евро. Сейчас очень интересная ситуация. Закрылась свеча 15 недель или 105 дней. Это у нас сегодня по евро. Но давайте придем на 3 периода старше, чтобы вы вообще понимали, какая у нас ситуация. На 3 периода старше это 45 недель, 315 дней. Обязательно просмотр, чтобы понимать, что у нас будет дальше. Видим, что тут у нас евро накопление. Это понимаем, что почти год одна свеча, 315 дней. Сейчас MACD у нас в накоплении. Он имеет, мой индикатор показывает синий фон. Что это значит? Это значит, если евро будет вот тут, а MACD будет вверху, то это будет кризис. Как это было? Вот здесь, покажу вам. Здесь у нас был 91 год. Ну, все мы помним, да, развал Совка, война в Иране, в Ираке. Инфляция шкалила, и ну, это были плохие времена. И мы начали снижаться. Вот тут нужно было затариваться рисковыми активами, там разные акции, тогда битка не было, это у нас 2001 год. Как раз был, вот тут в 2001 году мы уже снизились, нужно будет посмотреть, как была корреляция по фондовому рынку. Ну, кризис доткомов, да, 2000 год, там за год коррекция какая-то была, и можно было что-то дешево купить. И дальше покажу вам вот здесь вершина. Что это за вершина? Это кризис Lehman Brothers. Вот тут вершина, и мы начали снижаться. Евро снижалось, вот мы с 2008 года вот снижаемся, и сейчас евро в накоплении. То есть можно сделать вывод, что тут от пересечения, видите, да, MACD пересекла сигнальную линию, и от сигнальной линии до вершины было 1500 дней. Сейчас у нас произошло 364 дня, вот пересечение было. То есть можем прикинуть, что когда MACD вот здесь будет сильная плохая ситуация в мире. Ну, будет конец 18-летнего кризиса цикла оговорился. И тогда вообще нужно будет выходить в капитал, в доллар, ну какая будет там валюта, не знаю, и пересиживать, готовиться к худшему. То есть понимаем, да, вот тут настолько пересечения, но сейчас у нас картина какая? Сейчас у нас рисуются скрытые медвежьи дивергенции, как это понять? Кто не понимает, это у нас идет, перебивается гистограмма, обновляются вершины, но цена не обновляется. То есть это скрытая медвежья дивергенция. Я думаю, что я знаю, сейчас буду вам аргументированно показывать. Мы сделаем какой-то откат, а какой откат, это непонятно. Либо с обновлением лоев, либо на 0,50 FIBA вот от этой свечи и полетим дальше. Давайте посмотреть дальше. Это у нас период 15 недель. Это 105 дней. Я показываю, как работает большой капитал на больших таймфреймах с мультитаймфреймом. 15 недель разделить на 4 получается 26 дней. То есть 105 разделить на 4 26 дней. Как это работает? Вот эта беленькая гистограмма это 105 дней. Желтенькая это гистограмма 26 дней. Вот тут у нас, давайте я выключу рисовалки. Многие меня обвиняют, что у меня тут каша, ничего не видно. Ну, смотрите, у меня тут 3 индикатора. Вот эти горки это объем, вот это цена, и это все в одном индикаторе. И MACD. То есть, если кому сложно воспринимать, просто посмотрите какой таймфрейм и смотрите у себя на графике. Я показываю нестандартные таймфреймы, такое вам никто не покажет. Абсолютно ни в русском интернете, ни в зарубежном интернете. Вот сейчас у нас обновление 105 дней, либо же 15 недель. И сегодня таких таймфреймов будет 10 нестандартных. 77 дней, 39 дней, 5 недель, 3 недели, 11 дней и неделька. То есть кто вам такое в одном видео покажет? Да никто такое не покажет. То есть понимаем, да? И я дальше продолжаем. Вот тут у нас идет перехай, цена растет, а индикатор показывает, что вот тут была медвежья дивергенция, и 26-дневка идет на снижение. То есть мы тут на этом таймфрейме в зеленой области перепроданы, перекуплены, и тут нужна какая-то разгрузка. Сейчас идет боковое движение с распределения. Тут понимаем, да, что мы имеем перепроданность. Перекуплено, здесь я это все путаю. И нужна какая-то разгрузка. Тут понимаем, что тут больше за снижение. Дальше 77 дней по евро. У нас это 19-дневной таймфрейм, light таймфрейм, меньший период. Вот тут у нас был перехай, вот медвежья дивергенция. Дальше мы закололи тело.
вот тут у нас был перехай вот этой свечи, мы обновили тело вот этой. Да, и медвежья дивергенция так, медвежья дивергенция сохраняется. Обязательно следующее видео будет про биткоин, обязательно посмотрите, там будут инсайды по битку. И почему нужно следить и за евро, и за биткоин. Евро это как бы корреляция с долларом. Если доллар будет расти, то будет хуже рискованным активам, акциям и крипте. То есть понимаем, да, что мы тоже перегреты и медвежья дивергенция есть. Это таймфрейм 77 дней. Дальше 39 дней. Тут у нас идет синхронно все, цена вот снижалась, да, неплохо так вот фитиль такой сделали. Цена снижалась, тут light time frame 10 дней, 10 дней. И оно все идет синхронно. Цена снижается и индикатор снижается. Тут как бы больше за снижение на 10-дневке, но 39 дней показывает скрытую бычью дивергенцию. Ну, 10-дневка нам также подсказывает, что можем хорошенько снижаться. Дальше идем на таймфрейм 5 недель, либо 35 дней. Я все поставил по старшинству. Тут у нас медвежья дивергенция на light time frame, это MACD желтенькая линия, это 9 дней, да. Вот тут у нас видим, что мы пытаемся расти, а тут медвежья дивергенция, понимаем, да. И 9-дневка вот тут также синхронно идет, тут не было никакой бычьей дивергенции. Если бы вот так вот была гистограмма желтенькая, да, я бы сказал, это бычья дивергенция. Дальше 3 недели, 3 недели, light time frame у нас 5 дней. На 3-недельном это 5-дневка вот показала light time frame бычью дивергенцию. Цена вот снизилась, мы обновили вот эту проторговку, и тут вот бычья дивергенция. Мы ее уже отработали. Мы сделали небольшой отскок, чуть-чуть не дотянулись, ну, может, дотянулись до тела вот этой свечи. Фитиль мы точно не дотянули, не достали. И видим, что вот тут на MACD на таймфрейме 3 недели, либо 21 день медвежья дивергенция. Понимаем, да? Если, еще раз, кому кто сложно вот это воспринимать, просто открывайте свой график и смотрите то, что я вам показываю, и проверяйте на своих индикаторах. Это приватный мой индикатор, там вложено туда больше 2 лет. От 1,5 до 2 лет своего времени разработка очень серьезная, больше 1200 строк кода, и каждый индикатор у меня имеет серьезную вот разработку. 1200, если обычный индикатор посмотреть MACD, там 30 строк кода, а тут серьезный алгоритм, разные фильтры. Подписывайтесь и будете в курсе вообще, что по тренду у нас, по разных активах. Так, дальше. Тут понимаем, да? Были медвежьи дивергенции, сейчас открылась свеча, сейчас будем идти на меньшие таймфреймы и анализировать. Тут у нас уже 11-дневной таймфрейм и light таймфрейм 3 дня. Также ну, тут нет, это синхронно трехдневка шла, бычьей дивергенции здесь не было, и тут как бы засинхрон, да. Но если посмотреть сюда на вот эту гистограмму 3 дня, то тут у нас уже медвежья скрытая дивергенция. И на здесь по MACD медвежья дивергенция. Мы сделали откат, сейчас пытаемся снять вот этих шортистов, которые тут налипли. По MACD у нас 11 дней медвежья дивергенция. Так, переходим плавно на неделька. Недельный таймфрейм у нас показывает, что у нас медвежья дивергенция есть. Мы вот пришли к вот этой проторговку, вот у меня маркер стоит, это пунктирная линия оранжевым цветом, нам нужно закрепиться выше вот этой линии. И видим, да, что мы вот эту свечу слипнули, но индикатор не выше вот этой MACD зоны, вот здесь, да, зона, видим, что это медвежья дивергенция, то есть это слабость. На недельке это серьезный такой фактор, что это слабость. Дальше таймфрейм 1 день, на дневке у нас идет рост, да, дневка вот показывала медвежьи дивергенции, дневка неплохо так выросла, если сравнивать по гистограмме. Мы не смогли ценой обновить вот эти проторговки, но индикатор хорошенько так вырос. Понимаем, да, это скрытые медвежьи дивергенции. Также объем показывает медвежьи дивергенции, то есть у нас вот столбик видим, да, зеленый, а тут насколько меньше объема, то есть это медвежья дивергенция. Заметили, зафиксировали. Теперь смотрим, что у нас light time frame показывает. Вот это 6-часовка. 6-часовка показывала медвежьи дивергенции. Сейчас показывает скрытые бычьи дивергенции, то есть гистограмма идет на разгрузку, а цена просто боковит, ждет, пока налипнут пассажиры и будут опускать цену. Так, это у нас 1 день и таймфрейм 12 часов. Вот такая вот ситуация по битку у нас тоже рисуется. На битку обязательно через минут 30-40 будет новое видео. Так что подписывайтесь, лайкосики, будете понимать, что у нас по рынкам. Так, что у нас тут? Месячный уровень мы пытались пробить, не пробили. Тут были медвежьи дивергенции. Сейчас делаем ретест вот этого месячного. Я думаю, будем снижаться. Видим, что это у нас было сопротивление 12-часовки. Не смогли мы дальше пойти. И посмотрим по индикаторам. Индикатор нам показывает, что у нас также вот были медвежьи дивергенции. Вот это желтенькое, это light time frame, это 3 часа. Дальше вот тут был перехай. Это у нас 12-часовка показала вот медвежью дивергенцию по скользящей средней. Это желтенькая скользящая средняя 30-ка. Она фильтр для меня, чтобы понимать, вот когда MACD перепродан, перекуплен, то видим, что 30-ка, ну, туда тоже был этот медвежий дивер, да, но фильтр мне служит, чтобы фиксировать дивергенции. Бывает так, что MACD идет вверх, а 30-ка идет вниз. В общем, вот, ну, вот как тут было, вот. Сейчас я приближу. Да, блин,
Вот цена вот тут шла вверх, а тут была медвежья дивергенция, вот. А потом цена начала вот тут снижаться, а тут была уже скрытая медвежья дивергенция. Вот это мой фильтр. Так, тут понимаем, да, что мы перегреты и пытаемся сейчас снять шортистов, которые вот тут налипли. Так, давайте тут разбираться, что мы и как мы. Тут мы, включу рисовалки, мы подходим к уровню сопротивления, это двухчасовый. Тут уже мы перегреты, и теперь посмотрим на индикатор. Индикатор нам говорит, что это у нас медвежья дивергенция. Вот 30 минутка показывает медвежью дивергенцию, цена идет вверх. И объем также показывает медвежью дивергенцию. То есть больше до снижения. Так, с этим разобрались. И давайте теперь, кто досмотрел до конца, тут молодец, покажу от 32 дней до 100 дней панель, которая показывает дивергенции. Тут мы видим, что на 39-дневном таймфрейме медвежья дивергенция. Мы видим, что на Боллинджере 74 дня медвежья дивергенция. То есть понимаем, да, что это серьезно, и мы перегреты. Только что я вам показывал старшие таймфреймы. Тут у нас бычьи дивергенции 32, 33, 34. Ну, Боллинджер для меня он дополнительный индикатор, но вот этот индикатор более для меня первичен. Так, и теперь посмотрим на таймфрейм от 1 минуты до 30 дней, 29 дней. Вот видим, да, медвежьи дивергенции MACD 515. Вот тут очень много красных сигналов. Дальше 21 час. Этот Боллинджер, я на него так сильно не обращаю внимания. Тут понятно. И глянем, что у нас по этой панельке. Тут просто два индикатора, они одинаковые, да, но тут задержка отрисовки сигналов. Тут 1 бар стоит, а тут 2 бара страховка. В принципе, все. Лайк, подписка. Эти индикаторы можно получить абсолютно бесплатно. Просто зарегистрироваться по моей ссылке на бирже, и вы бесплатно будете юзать вот эти индикаторы. И будете понимать, на каком вы рынке, на правильном или в правильной позиции стоите или нет. А тут вы понимаете, да, что по евро очень серьезная ситуация на таймфрейме 300 дней. Все, лайк, подписка.